всех объектов и явлений есть природа. Природа есть у людей, и это то, что можно назвать словом essence. И это было бы нечестно выбирать природу только природы. Поэтому даже когда я нахожусь в городе, я тоже стараюсь видеть сущность, да, того, что я наблюдаю, и часто я понимаю, что этой сущности не существует, что мое сознание это определяет. Просто природа — это для меня, наверное, ресурсное место. То есть если я медитирую на природе, я это делаю, потому что это в каком-то смысле проще. Так как я человек, у меня тоже бывают свои подъемы и спады, и просто природа — это какое-то прибежище, наверное. Вот. Храм. Я, в принципе, не могу сказать, что я часто рассуждаю рационально о чем-то. Я скорее больше доверяю своим ощущениям и чувствам и даю им как-то свободно вариться у меня в голове, да, в моем подсознании. И таким образом я получаю очень много каких-то щедрых ответов, да, от реальности и понимания, куда мне следовать дальше. Также из Грузии получилось, в принципе, случайно. Я просто приехала в отпуск сюда несколько лет назад и перебралась сюда совсем, да, я перевезла сюда мастерскую, все свои вещи, то есть я не воспринимаю Петербург, например, как свой дом сейчас, но вместе с этим я понимаю то, что для меня, возможно, понятие дома, не очень важно. Для меня дом — это возможность свободно выбирать, свободно путешествовать, общаться с людьми, и это дает мне гораздо больше безопасности, чем какое-то определенное место в реальности на этой планете. Вот. Я думаю, что это просто вопрос совпадения, да, опять же, того, что я могу, того, что мне интересно, и того, что может материал. Мне очень нравится, что глина, как будто пластичность глины, ее изменчивость и те степени свободы, которыми она обладает, это очень совпадает с тем, как я воспринимаю реальность. И, наверное, в этом смысле она, мне кажется, очень материалом с большим потенциалом. Из нее можно сделать все, что угодно. И помимо этого, мне очень близко то, что глина, как любая земля, является носителем, является памятью, да, определенной, то есть в ней содержится история всей планеты, всей Вселенной. Иногда в ней могут содержаться какие-то конкретные исторические артефакты. Да? Это, наверное, не так сильно мне интересно, но тем не менее, все, что есть на нашей планете, объединено Землей, гравитацией. Мы все по ней ходим, и это очень сильно меня вдохновляет. Просто даже представить, что вот сейчас в этот самый момент просто какое-то невероятное количество людей касается Земли, той же самой, которой касаюсь я. И получается, что как будто через соприкосновение с землей или с глиной я могу потрогать всех этих людей, и все эти деревья, и весь этот космос, весь воздух, все-все-все. Я сначала просто жила в Гамардуле пару месяцев, и потом я жила в Цахидзире. Но Цахидзире — это, наверное, другое уже немного, да, потому что это все-таки у моря. Но я все равно в эти моменты делала какие-то выезды, да, в горную Аджарию. Наверное, для меня лично Аджария была таким местом, в котором я поняла, что, опять же, переживала какую-то вот эту безграничность, потому что Аджария это особенный, да, регион для Грузии, того, что там очень много мусульман и очень много регионов, которые отдалены от каких-то хабов, да, от каких-то центров городских, чтобы там произошло какое-то смешение, да, то есть очень много какой-то такой сырой аутентичности. И общаясь с этими людьми, которые
а, они являются для меня другой культурой, да, то есть я не грузинка, и я не из Аджарии. Кроме того, они сами чувствуют себя обособленно, да, из-за того, что внутри Грузии есть вот это восприятие Аджарии как какого-то отдельного региона, очень отличного от других. И вот этот момент, когда это становится неважно. Наверное, для меня это просто было очень красиво, и мне было очень интересно, конечно, смотреть на убранство домов, на традиции людей, на мечети, и видеть в этом все то же самое, что я вижу там в России или в других странах, или просто внутри себя, и через это как-то соединяться еще больше, наверное, с Грузией, как-то так. Наверное, да. Я взяла оттуда материалы, то есть я приехала в эту деревню, опять же, мне рассказали об этом местные, я приехала, они помогли мне накопать этой глины, я ее привезла, и тут, наверное, вот как раз начинается вот этот опять момент про то, что Земля является проводником окружающей среды, экологии и традиций людей, которые живут рядом с ней. Я верю в то, что все это там есть, все как отпечатки сохраняется. И да, поэтому одна из серий так и называется «Брили», да. Для меня, правда, не так важно, как бы, какой материал, да, или какая техника, или какой жанр. И я, например, знаю то, что я не умею играть музыку. У меня нет академических знаний и даже каких-то таких бытовых нету, да. Но если я вижу музыкальный инструмент, мне просто хочется с ним соприкоснуться, и я понимаю, что я издаю какую-то музыку, я ее слышу, и я считаю, что этого достаточно. И, наверное, это какая-то наивность, что ли, да, и смелость, она с детства мне позволяла хвататься за все подряд, будь то это какие-то рисунки или создание узоров на песке. Для меня на самом деле никогда не было разницы. Просто обычно люди называют искусством картины, например, а композицию из палочек они не называют искусством. И для меня на самом деле это всегда было немного странно, но смелость стоять на этом и признавать это своей позицией, да, своим художественным высказыванием в том числе, она появилась вот, ну, не так уж давно. То есть с детства я думала, что я, наверное, просто какая-то дурочка, ковыряюсь там в травинках, вот. А сейчас понимаю, что, ну, в общем-то, нет. Позапрошлом году, как раз когда я приехала в Грузию в первый раз, я была в заповеднике Харагауле. И, ну, так как я не очень с планами, да, и с какими-то точными расчетами, я просто пошла по какой-то тропе, и я думала, что я успею за один день, но так получилось то, что стало уже темнеть, и я там что-то, то ли я заблудилась, то ли засиделась, где-то засмотрелась, и я поняла, что у меня сели все устройства, кроме фотоаппарата, только фотоаппарат осталось, только камера, телефон, фонарик, у меня ничего не было, даже спичек, вот, и это был момент, когда я прям очень остро ощущала этот выбор внутренний, да, внутри себя. Буду я сейчас доверять природе или нет? Буду я сейчас бояться того, что стемнеет, и меня съедят какие-нибудь звери, или там я замерзну, или я доверюсь и просто посмотрю, что произойдет дальше. И в тот момент, когда я доверилась, я успела выйти из леса. Было уже темно, но ничего страшного. Я встретила каких-то людей, и они, конечно же, мне помогли. А, наверное, если бы я испугалась, я бы осталась просто там сидеть, и ничего бы не происходило. Я вышла из леса, мне встретились люди. Я, конечно, была в таком, ну, паническом состоянии, но как бы все нормально закончилось. То есть они довезли меня до дома, где я жила. Но я, честно говоря, очень благодарна тому, что это со мной было. То есть у меня раньше бывали панические атаки в лесу, но я заметила интересную особенность, то, что мне почему-то все время нужно было попасть туда снова.
То есть я все время залезала почему-то в лес ночью, чтобы и я знала, что со мной там будет это происходить, но как будто в этом был для меня какой-то ключ. И в какой-то момент я просто поняла, что я почувствовала соединение, да, с природой, вот со всем тем, что мне там страшно. Я с этим соединилась, и я больше не боюсь. А, И это из такого места, которое лишало меня стабильности, стало моей опорой. Наверное, вот как-то так. Я в целом никогда не чувствовала жизнь как рутину. Ну, то есть у меня не было такого, что я была бы способна что-то планировать и следовать этому плану. То есть, ну, в принципе, я всю жизнь считала, что это дисфункциональная вещь, да, то есть, что это мне мешает, что я какая-то неправильная, да, что я не могу делать то, что могут делать другие люди. Я очень завидовала людям, которые могут с чем-то определиться, этому следовать, ходить на работу каждый день и последовательно достигать своих целей, потому что в этом тоже есть свои плюсы, когда ты способен следовать планам. Для того, чтобы сделать какое-то простое действие, мне нужно попробовать что-то, то есть мне нужно потрогать, понюхать, почувствовать на вкус. Например, если я делаю перестановку в комнате, я не могу заранее спланировать, как оно будет, мне нужно начать двигать, и в процессе я понимаю, что происходит, и как оно лучше, и просто иногда это занимает много времени. Я завидую людям, которые могут подумать, а потом уже сделать. Люди как будто чувствуют то, что я у них чему-то учусь, и они очень свободно делятся какими-то мыслями, советами. Например, эта женщина, что-то я ее спросила про их семейное устройство, и она меня тоже в ответ спросила, типа, а у тебя есть муж или нет? И я говорю, нет. Она говорит, ну и не надо, вот послушай меня, будешь там стирать, готовить, это все скучно, лучше вот живи одна, наслаждайся жизнью. Я думаю, ну, хорошо. ეს რა არის და ჯონჯოლი მეთქი და გაუკვირდა ამას. თქვენთან ხო მეთქი, ჩვენთან მოდის მეთქი, შვილო მოდის ჯონჯოლი აქ. ხო, დახა ყველაფერი, ოთახები დაათვალიერა, ქვევით პაადლები, ბუტკა დაათვალიერა. ვი რა, თან სისუფთავეო, მაგრამ არაფერი მაგრამ სისუფთავე გაქვთ როგორც ამხელა ქალიო და მარტო ხელაო. ეგრე მითხრა მაგუგო. Мечтаю, что когда-то я буду жить на земле и сделаю пермакультурный сад и буду выращивать все, что могу сама. Мне кажется, это очень, ну, очень устойчивое развитие. Я понимаю, что здесь, в Грузии, часто люди это делают, потому что у них нет другого выбора, но по большому счету это дает очень много ресурса, когда ты соприкасаешься постоянно с природой, ты понимаешь, что ты выращиваешь, ты чувствуешь все эти циклы природные. И, честно говоря, я верю, что нам больше ничего не нужно, если есть этот контакт. Все красиво, как есть, оставьте. Спасибо. Моей буддийской практикой я понимаю то, что, в принципе, мне ничего не принадлежит. И это все просто циркулирует через меня к другим людям. Очень много людей поспособствовали тому, что сейчас у меня есть, тому, чем я сейчас пользуюсь, например, в своем искусстве. И я не могу сказать, что это мое или когда-то было моим. Ну, то есть я это делаю, тоже направляя на что-то, и поэтому для меня так важно делиться.
часто я замечаю, что когда я просто нахожусь в правильном потоке, например, я много практикую, да, много медитирую, я понимаю, что все само происходит, и просто не бывает такого на самом деле, что мне приходится чему-то отказывать. То есть ко мне приходят те возможности, которые автоматически в этот поток подходят, поэтому кто здесь выбирает? Сложно сказать. Я помню, что все началось, когда я еще училась на факультете психологии, и одна из первых таких интересных работ это была работа в исследовательском проекте, посвященном, как это сказать, репродуктивному здоровью, наверное. Вот, я брала интервью у женщин по поводу их сексуальной жизни, по поводу ВИЧ и других половых заболеваний. Вот, и да, это было интересно, и, наверное, это повлияло потом на то, какое я свое исследование делала и тоже разговаривала с людьми. Наверное, просто в какой-то момент я почувствовала готовность взять ответственность за то, что я говорю, за то, что я через себя провожу для других людей, и почувствовала необходимость какой-то автономности в своих высказываниях. Ну, потому что даже если я работаю в журнале, да, я беру интервью или я делаю фоторепортаж, конечно, я делаю это, используя свою линзу восприятия, но все равно это ограничено концепцией, например, того издания, для которого я это делаю, главным редактором и все такое. И как-то, ну, так с детства было, что мне всегда было интересно экспериментировать. И, например, даже сейчас я понимаю то, что я работаю с кучей материалов, и многим людям это непонятно, но для меня это необходимо. То есть для меня необходимо осваивать новые средства и навыки постоянно, и это редко, к сожалению, получается делать так свободно на какой-то работе. Ну, я с детства, да, хотела быть художником, но я не очень в себя верила, и, как это часто бывает у творческих людей, не было поддержки от окружения в этом смысле, да, потому что я из такой обычной семьи, да, то есть там, например, моя мама играла музыку, и она очень творческий человек, но она просто другого склада, то есть это больше даже не про то, какой объем в жизни, не про то, сколько времени это занимает в жизни, а просто про какой-то внутренний выбор, чему ты себя отдаешь. Но при этом множество художников тоже этого не делают. То есть можно заниматься творчеством и искусством, себя этому не отдавая целиком. Вот. Ну, мне кажется, у меня была какая-то нужда внутренняя всегда в этом, и с этим, например, тоже связан мой интерес к медитации или к религиозным практикам. Это тоже то, что со мной было с детства. И возвращаясь к 2015 году, мне кажется просто, что практика випассаны, с которой я познакомилась в этом году, сильно все расставила по местам. Я вдруг поняла, я помню этот момент, когда это называется анапана, это вводная практика перед випассаной, когда практикующий просто наблюдает вдох и выдох, ничего не контролируя, ничего не направляя, просто как воздух входит, как выходит и так далее. И я вдруг поняла, что мне в этом мире что-то принадлежит, что у меня есть что-то свое, мое дыхание, которое никогда не заканчивается. Ну, то есть это какой-то бесконечный процесс, покуда я живу. И, наверное, это как-то было какой-то точкой осознания своей идентичности. Мне, наверное, не очень нравится, когда люди очень много привносят от себя, очень много выдумывают, что-то пытаются изобразить. И если говорить там про театр, например, да, театр тоже бывает разный. То есть бывает театр бутафорский, декоративный, с париками, костюмами и так далее. Мне ближе театр минималистичный, простой, где актеры работают посредством своего тела, своей души. Опять же,
являюсь проводниками просто, то есть они ничего не привносят от себя. И это то, что меня привлекает. Для меня это жизненно важно, чувствовать настоящее что-то. И я просто думаю, что если делать это с полной отдачей, то нет такого человека, который может это заигнорировать и не откликнуться, потому что, ну, это тоже, наверное, момент веры, что я верю то, что мы все внутри хороши, да, что наша человеческая природа, она хороша, и мы все можем ее развернуть и быть еще более благодетельными. Сейчас это звучит уже как-то странно, но, в общем, я на своем пути просто тоже очень много встречала людей, которые развивают в себе такие качества, и я чувствую этот отклик как просто от взаимодействия с человеком. Мне хочется быть лучше, мне хочется быть честнее, открытие, мне ничего не хочется придумывать, и я думаю, что это, наверное, возможно, даже более важно, чем там то, чем я занимаюсь. Когда какие-то психологические бреши залечиваются, и мы, ну, не буду говорить мы, я стала способна видеть себя как личность и осознавать свой вклад. Я действительно стала ощущать очень много сходства с персонажами книг, потому что в книге всегда есть нарратив, в книге всегда есть герой, и там есть всегда какое-то путешествие, которое он проходит, метаморфозы, которые он проживает. Но когда вот этой надстройки наблюдателя собственной нет, кажется, что жизнь просто происходит сама по себе, а тебя там нету. Вот, и да, это, наверное, очень важный момент, ощущение авторства. Сейчас попробую вспомнить. Мне кажется, открыла для себя Бротигана, когда я еще была ребенком, и я наткнулась на его книгу в детской библиотеке или что-то такое. И я подумала, он так просто обо всем говорит, и так честно, без каких-то оборотов поэтических, дополнительных. Вот, и тогда, мне кажется, я им вдохновилась и поняла, что я могу говорить так же. Ну, то есть, возможно, я не буду писателем, но я могу общаться с миром, да, в таком же ключе. Мне кажется, он описывает какие-то связи и отношения, которые есть в реальном мире. То есть даже в этой книге, которая утопична, есть элементы того, что ему, например, не нравится, да, в мире. То есть ему в тот момент, когда он живет, ему очень не нравится индустриальное общество, капитализм и все вот это вот, что происходит в Америке в те годы. И да, он строит какой-то мир, но невозможно это сделать, не используя часть того, что ему не нравится. И в этой книге, например, тоже есть герои и события, которые отражают ту реальность, в которой мы живем, да, которая ему не нравится. Просто он так поддерживающе создает вот эту реальность, и я понимаю то, что я тоже так могу. Вот, и мне нравится в ней, и я чувствую, что как будто все персонажи этой книги тоже это делают. Вот. И это создает ощущение связности. Я не гонюсь за тем, чтобы сделать что-то новое и оригинальное. Я думаю, что каждый человек... Ну, то есть невозможно что-то скопировать, и в любом случае, если ты делаешь что-то такое, что кто-то уже сделал, знаешь ты об этом или нет, ты все равно это сделаешь по-своему. И тут как бы важна какая-то аутентичность человека, да, который это делает. Поэтому, конечно, это вдохновлено другими художниками, в том числе, ну, там, например, я увидела какую-то фотографию, на которой есть тень, и это меня вдохновило на это в том числе. Там я взяла, ну, не я взяла, а просто во мне родился импульс потанцевать в каком-то прекрасном месте. Я это сделала, и, в общем, оно происходит само. Вот о чем я говорю, что моей заслуги в этом нет. Оно просто соединяется в моей голове, и все.
Я иногда бегаю в ботаническом саду, и я делаю это на закате, просто потому что сейчас летом очень жарко, и я бежала и увидела красивый цвет, и вспомнила, кстати, как раз отрывок из Бротигана, из этой книги. Он там часто, не часто, но несколько раз говорит о том, что описывает какую-то окружающую среду и добавляет: это прекрасное место для танца, и для меня танец вот в том значении, в том видео, да, про которое мы сейчас говорим, это какой-то эквивалент празднования. Ну, то есть празднование момента жизни, того, с чем ты соприкасаешься сейчас. Если меня вдохновляет солнечный свет, и я танцую солнечный цвет, кто это? Это я или солнечный свет? Сложно сказать. Поэтому я очень стараюсь как-то просто вмещать это в себя и не присваивать, что я выражаю себя таким образом. Ну, мне довольно тяжело живется в городе, я очень скучаю по природе, и поэтому вся моя квартира и студия постоянно завалена какими-то природными вещами, камнями, палками, и это просто очень хороший инструмент для того, чтобы тренировать композицию и восприятие цвета и всякие такие вещи. Поэтому просто у меня много всяких вещей дома природных, которые я потом использую в работе, когда делаю какую-то текстуру, например. Вот. Ну или просто смотрю на них и созерцаю. Звезда взрывается, превращается во все вот это, превращается в деревья, в людей. Это все просто химические элементы, которые в разных соотношениях существуют. И то, что птица это или другой человек, или там собака, не так важно, просто потому что это временное тело, временный сосуд, в котором мы живем, который состоит из одного и того же. Вот, поэтому как-то так, наверное. Когда я медитирую, я понимаю то, что мое тело состоит из этих мельчайших частиц, и нету большой разницы, это кость, или это кожа, или это губы. Есть же такая история, как субъективное время, да, то есть иногда мы можем провести одинаковое количество времени в разных обстоятельствах, и нам кажется, что оно большое или очень маленькое, и время течет по-разному в разных возрастах. И просто, например, медитируя, когда ты медитируешь, и твое внимание все собрано на телесных ощущениях и на работе сознания, очень хорошо это заметно, как время, оно как будто пластилиновое, оно может стать каким-то невообразимо большим, невообразимо маленьким. И после этого, когда я выхожу в обычную жизнь, да, мирскую, начинаю делать какие-то дела, ну, очень сложно просто тратить время, да, вот waste, делать такое движение. То есть это ощущается уже как какое-то, предательство себя, своей честности, и это просто более заметно. Я думаю, то, что мы все это делаем так или иначе. Я тоже это делаю сейчас в том числе. Когда мне было 18 лет, я уехала из родительского дома, и я начала вставать на свои ноги. И это, мне кажется, помогло и мне, и моей семье понять то, что мы разные, и мы можем дополнять друг друга, да, то есть нам не обязательно быть одинаковыми и повторять друг друга во всем, а мы можем учиться друг у друга, что-то брать. И какие-то вещи, которые раньше доставляли неудобства, просто потому что просто из-за детско-родительских отношений родители переживают за детей, это понятно. Когда эта линза снимается, наверное, я думаю, проще выйти в диалог на равных и, наконец, встретить это другое существо, которое через тебя в этот мир пришло, и осознать его как отдельное существо, а не часть себя. Вот, примерно так я ощущаю свои отношения с семьей сейчас.
те периоды жизни, когда я жила в дисконнекте со своими идеями, ну, или не идеями, а чувствами, да, со своей интуицией, я просто начинаю болеть, все валится из рук, все разваливается, и, честно говоря, я даже не думаю, что это для меня момент выбора. То есть так или иначе мне придется это делать. Вот, не знаю уж там, как я потяну или нет, как оно будет дальше. Ну да, наверное, да. Я просто не знаю. Для меня как будто необходимо иметь какое-то что-то выходящее за мои пределы. Ну, то есть это звучит, наверное, громко, но для меня это так же важно, как, не знаю, позавтракать. Вот, ну, то есть не менее важно, может быть, даже более важно, потому что как будто моя пирамида потребностей, она немножко перевернута сверх на голову. То есть для меня более важны какие-то такие вещи, чем там какой-то физический комфорт. Момент действия из своих идей — это не момент выбора или какой-то этики, да, или морали того, что это правильно, а это для меня жизненная необходимость. Поэтому вот, покуда я живу, наверное, я буду это делать. Я, честно говоря, просто не очень верю в ошибки, и я знаю то, что много раз ошибки приводили меня в какое-то очень интересное место, в которое я бы другим образом не попала. И я очень это ценю. То есть, в принципе, я не думаю, что есть какая-то дефектность в этом мире. Вот. Конечно, бывает, что я недовольна результатом, но это в порядке вещей, и это просто зависит от того, с какой позиции мы оцениваем это. Вот. Я стараюсь минимизировать вот это мировоззрение, в котором есть вообще какие-то ошибки. Если кому-то сейчас нужно вдохновение, он может его во мне найти, да, он может найти что угодно, там, какую-то мудрость или еще что-то, я не знаю, это уже больше зависит от того, что люди хотят получить, а не от того, что я там могу дать, потому что мы очень много проецируем, мне кажется, друг на друга. Для меня очень важно, ну, чувствовать связанность, да, в какую бы сторону она ни текла. В сторону того, что я встречаю каких-то прекрасных людей, которые являются для меня учителями, или я сама становлюсь для кого-то учителем или примером. Все это очень пластично. Просто, наверное, самый важный момент — это вот эта точка контакта. Я верю в то, что в каждом человеке есть стремление к диалогу и к близости. И для всех нас существуют такие вещи, как любовь, свобода, добро, сострадание. Все это существует. И меня больше, наверное, интересует разница, чем сходство сейчас, ну, вот на том этапе, где я сейчас нахожу. Поэтому если я сталкиваюсь в дверях со своим соседом, который читает там какие-то совсем другие книжки, или он там вообще делает в своей жизни что-то такое, что я могла бы осудить, я все равно чувствую в себе больше интереса, чем осуждение, узнать, а как он живет, почему так, и как вот эта человеческая какая-то субстанция душевная, да, как она вот там меняется, как она меняет свою форму, свое направление. Если я встречаю кого-то, кто мне не нравится, я стараюсь не винить этого человека. Ну, в смысле, я понимаю, что это не место для осуждения, вот, что у него есть те причины, и наоборот, для того, чтобы... Сейчас попробую объяснить. Мне кажется, что честность и отдача — это то, что не происходит само по себе. То есть невозможно быть изолированным и проводить через себя что-то. Для этого очень нужно чувствовать других людей и понимать, сострадать им. Вот. И это не то, что происходит вот так. Ну, это не то, что нам выдается с рождения. Я часто вспоминаю то, что говорит
одна из моих учителей, Саша Безродного, она занимается embodiment, преподает embodiment, телесную терапию, и она как-то раз сказала, что мы чувствуем себя очень живыми, например, когда мы влюблены. Нам кажется, что весь мир с нами взаимодействует, что все пульсирует, что мы стараемся быть лучше, чем мы есть, и это подкрепляется гормонально, да, химически на уровне нашего тела. А с чем это связано? По ее опыту, да, на ее взгляд, с тем, что это происходит от настоящего живого контакта с реальностью. И это всегда то, что дает нам вот эти жизненные токи. И она в какой-то момент сказала, что ну я вот думала, почему я должна зависеть вообще от этого. Ну, то есть, что придет это чувство ко мне или нет, встречу я какого-то там человека или какое-то занятие. И она сказала, я просто решила в какой-то момент, что я буду сама себе это генерировать. Я сама буду ответственна за свое любопытство и за свой интерес. И мне кажется, что, ну, я тут с ней очень согласна, и это для меня было очень вдохновляющим в какой-то момент. Если так подумать, то это ведь то, что самое первое, что у нас появляется, когда мы рождаемся, когда мы взрослеем, вот эта детская часть, которая отвечает за интерес, за живость, за контакт с миром и так далее. Потом появляются другие настройки, там, родительские, взрослые, то, что помогает нам функционировать, но если говорить о рутине и вот этом любопытстве, мне кажется, это вот этот момент. Вот. И если просто есть желание что-то с этим делать, мне кажется, что инструменты всегда найдутся, но штука в том, что это всегда может поменять жизнь, а часто люди не хотят менять свою жизнь. Они хотят оставаться в рутине, но при этом, чтобы им было интересно. А на самом деле им рутина не интересна. Просто нужно взять ответственность за себя, мне кажется, на себя, и тогда все будет супер.